Всем привет! Сегодня печем кружевные блинчики на закваске. Эти блинчики получаются очень вкусные и готовятся очень просто, так что справится каждый. Получаются они нежными, тоненькими, с выраженным хлебным вкусом и пахнут, на мой взгляд, очень похоже на кулич. Также покажу, как я жарю эти блинчики на металлической сковородке и как сделать так, чтобы они совсем не прилипали. Все ингредиенты для блинов вы сейчас видите на экране, а также они всегда есть в описании под видео. Для этих блинов нам понадобится активная закваска на пике. Здесь нам понадобится 250 грамм закваски, достаточно много, поэтому этот рецепт очень хорошо подходит тогда, когда у вас накопился большой объем закваски и нужно куда-то его использовать. Посмотрите, какая активная закваска, она поднялась у меня практически больше даже, чем в 2 раза, очень активная, вся пузырчатая. Закваска на пике должна возвышаться либо небольшим бугорком, либо иметь плоскую поверхность. Закваска, которая слегка уже начала проседать или уже просела полностью, для такого рецепта не подойдет. Такую закваску нужно снова покормить и дождаться следующего пика. Закваска, посмотрите, какая активная, пушистая, в ней очень много больших пузырей, и она издает такой характерный чавкающий звук. Для этого рецепта подходит закваска около 100% влажности или максимально приближенная к 100%. Ставим чашку на весы и откладываем 250 грамм пшеничной закваски на пике. В этом рецепте достаточно много закваски, поэтому вкус закваски будет очень сильно влиять на вкус блинов. Если закваска подкормленная, активная, ароматная, то блины получаются красивые, ароматные, ажурные. Если закваска кислит, то блины будут тоже кислить. Учитывайте этот момент. Добавляем в закваску 250 мл воды комнатной температуры или можно взять чуть-чуть потеплее. И перемешиваем закваску с водой до полного растворения закваски, прежде чем мы добавим муку. Муку я здесь использую общего назначения, самая обычная белая мука. Белок здесь в принципе сильно не играет никакой роли. Добавляем сюда также 250 грамм обычной белой муки. По большому счету мы с вами только что подкормили закваску из расчета 1 к 1 к 1. Мы взяли 250 закваски грамм, 250 мл воды и 250 муки и сделали такую небольшую опару. На данный момент опару хорошенечко нужно перемешать, она получается очень мягкая, нежная и податливая. Накрываем опару крышкой и оставим ее на 3 часа при температуре 25-26 градусов по Цельсию или до тех пор, пока она не поднимется вдвое. Смотрите, моя опара уже постояла, сколько там пузырьков образовалось. У меня прошло 3 часа и давайте откроем и посмотрим. Опара хорошо подошла, она пушистая и очень густая, хорошо пахнет хлебом. Теперь нам нужно добавить все оставшиеся ингредиенты и начнем мы с молока. Так опару легко будет разбавить жидкостью, чтобы она стала более жидкая и податливая. Вливаем молоко на глаз, примерно половину сначала и оставшуюся половину чуть позднее. Если все наше молоко влить сразу в опару, то перемешивать эту смесь будет очень сложно и, возможно, понадобится миксер. А постепенное добавление молока позволяет нам упростить рецепт максимально так, что тесто можно даже смешать и просто вилкой. В общем, ориентируйтесь на то, насколько вам сложно или легко перемешивать это тесто. Я, как вы видели, влила даже молоко в 3 захода, хотя планировала в 2. После добавления всего молока тесто становится очень жидким, мягким и похоже на обычное тесто на блины. На данном этапе уже можно добавить яйца. У нас по рецепту идет 3 яйца комнатной температуры. Яйца обязательно нужно брать комнатной температуры, потому что вы помните, что мы работаем с живой культурой. Если на данном этапе добавить в тесто холодные яйца, то холодные яйца понизят температуру общую теста и тем самым замедлят активность нашей закваски. А для получения красивых ажурных блинчиков с большим количеством дырочек нам нужен совсем противоположный эффект. На данном этапе очень важно хорошо перемешать тесто, поскольку тесто очень плотное. У нас в тесте уже добавлена вся мука, и практически в готовое тесто мы добавляем яйца. И в итоге по консистенции, когда перемешиваешь, не очень понятно, размешались яйца или нет. Все, яйца у меня перемешались, теперь я добавляю 3 столовые ложки с горкой с небольшой сахара, 1 чайную ложку без горки соли и также добавлю растопленное сливочное масло. Здесь у меня 3 столовые ложки сливочного масла. Сливочное масло нужно растопить заранее и немножечко охладить так, чтобы оно не было горячим. Еще раз хорошенечко перемешиваем тесто до полного растворения сахара и соли, и тесто практически готово. На данный момент осталось его накрыть крышкой и дать ему еще раз постоять около часа.
Температура брожения теста та же самая, 25-26 градусов по Цельсию. Тесто у меня постояло час и готово к выпеканию. Ставлю я металлическую сковородку на огонь выше среднего и начинаю ее нагревать. К такой сковороде еда прилипает только тогда, когда сковорода плохо нагрета. Чтобы узнать, хорошо ли она нагрета, я брызгаю немного воду на сковородку, и на сковородке вода должна собираться вот в такие шарики. Видите, катаются? Она даже не испаряется, они как бы катаются по поверхности. Немножко капну растительного масла для первого блинчика и выпекаем блинчики обычным для нас для всех привычным способом. Обратите внимание, как только я налила тесто на сковородку, сколько появилось сразу дырочек, хотя вы помните, что ни соды, ни разрыхлителя в этом тесте нет. Блинчики легко отскакивают от такой сковороды, и переворачивать их сплошное удовольствие. Их можно переворачивать либо лопаткой, либо руками. А чтобы края блинчика не подсыхали и были мягкими, их нужно смазать сливочным маслом. Посмотрите, как легко отделяются блинчики от сковороды, их даже не нужно вытаскивать. Во время выпекания такие блины очень сильно пахнут хлебом и имеют такой сладковатый аромат, как запах кулича. Мне очень сильно напомнило запах кулича. Эти блинчики получаются очень вкусные, ароматные, они эластичные, тонкие, и в тесте совершенно нет комочков. Пахнут хлебом, красивые, посмотрите, сколько дырочек. Блестящие, очень красивого цвета. Они очень хорошо пахнут и особенно хороши в теплом виде, пока они свежие. Из этого количества теста получается 16-18 блинчиков, а диаметр моей сковородки около 25 сантиметров. По желанию эти блинчики можно сделать еще тоньше или немного толще, просто добавив или убавив немного молока. Если вам понравился этот рецепт, дайте мне знать в комментариях. На все вопросы я также отвечаю в комментариях. Также, если вас интересуют другие рецепты на закваске, у меня на канале есть большая уже подборка. Вафли на закваске и не только, несколько типов хлебов на закваске, а также у меня есть подробное видео о том, как вывести закваску без весов и без выбрасывания. Также есть видео, где я подробно рассказываю, как я ухаживаю за корзинками для хлеба и что с ними нужно делать для того, чтобы они оставались чистыми. Ссылочки на все эти видео я тоже оставлю в описании. Если вы готовите по моим рецептам и хотите поделиться фотографиями, для этого у меня есть телеграм-канал с таким же названием, называется «Кушать подано». Видео на моем канале я выпускаю каждый вторник и четверг на регулярной основе, поэтому если вы не хотите пропустить определенные видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт, а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.